Всех приветствую, друзья. С вами Златин Леон, вы на моем канале. Что мы будем делать сегодня? Мы будем, конечно, кушать, потому что у меня канал создан про то, что пока он создан для представления всему миру великолепия корейской еды. Наверное, так будет правильно. Что это у нас? Это у нас свинина самгепсаль. Нижняя часть. Я называю пузо. Свиное пузо. Свиное пузо самгепсаль. Это очень толстое такое. Ну а пока у нас мясо будет жариться, я взял немного уже готовых продуктов. Так, что у нас здесь есть? Это классическое кимчи. Это маринованная. Почему зеленая? Маринованная редька. Маринованная, значит, зеленая редька дайкон, да? Божественно. Наш многоуважаемый чеснок. Это лук, политый горчичным соусом политый. Это соль морская с кунжутным маслом. Листья салата, которые мы будем заворачивать, делать самый. И это просто капуста без перца. Вот под тип нашего, только квашеной капусты, только это пекинская квашеная капуста. Тоже бомба. Это у меня, походу, какая-то курица, чтобы я не стекал слюнями, когда я смотрю, пока жарится мясо. Да, это курочка. Картошку фри, слушайте, не ел 100 лет. Я же как бы такой не ем. Процесс жарки. Почему-то странно, что самгепсаль жарится на решетке. Обычно он жарится на гладкой поверхности. Я еще переспросил, я говорю, точно так можно? Мне сказали, да, так можно. Ну ладно, говорю. На самом деле, сегодня хотел поехать покушать кимчи чиге. Там у меня есть один из любимых ресторанов, где очень хорошо, очень теплые отношения ко мне, очень хорошая подача, очень вкусная кимчи чиге. Но время не совсем удачное, обеденное. Я заехал, там было очень много народу. Я поздоровался с хозяином и говорю, что поеду в другой ресторанчик покушаю. Он меня поприветствовал и сказал, что приходи в следующий раз. Какой там тут крутой там дядька такой, хороший. Так, а вот это что такое? Это кугума, по-нашему батат. Получается, как типа во фритюре, в кляре. Классная штука. Так, я не принес себе что-то попить. Надо что-то взять, что-то из напитков. Здесь безлимитное количество, сколько хочешь, как говорится, столько пей. Надо что-то с нулевым сахаром что-то взять. Да.
О, горит. Ну вот, пока ушел, у меня тут уже горит мясо. 왜 이게? 여기 비계를 바깥으로. 네. 네? 네, 안 맞아요, 그거. 아니, 아니. 아니. 이렇게. 이렇게. 삼겹살. 여기 불향이 입혀야 맛있어요. 일반 좀 철판하고 또 틀려요. 네, 알겠습니다. 자주 뒤집어 주세요. 네. Он говорит, что именно на решетке, типа, получается самый вкусный самгипсаль. Я просто нигде не видел, чтобы на решетке жену постоянно жир капает на угли и создается огонь. Поэтому вот должна быть все-таки, ну, я считаю, главное, это гладкая поверхность. Где-то по бокам, может, какие-то немножко дырочки. Но опять же, как? Опять будет масло. Масло будет все равно капать. При любом раскладе. Потому что самгипсаль, ну, это жир. Это сало в основном, да? Ну, конечно, безусловно, именно древесные угли дают вот этот аромат. 아직 자르지 마세요. 조금 더 푸세요. 네. 뒤집어 주세요. 이게 바깥. 예. 네, 알겠습니다. 예, 예. 네. 요게. 네. 요 정도 됐을 때 반대쪽도 요 정도 됐을 때 자르세요. 네. 예. Ну, судя, неплохо получается. Смотрите, кусок какой. Кусок красивый. Ну, блин, вот таким способом, кстати, я еще не жарил самгипсаль. Я думаю, реально он сейчас пропитается этими углями и будет просто грандиозный. Осталось немного подождать. На улице у нас все, уже 30-ка постоянно. Сегодня 18 июня, четверг. Я сегодня рано приехал. Так получилось. О, блин, я смотрю на этот самгипсаль, у меня текут слюнки. Слюнки, слюнки, слюнки.
Ой, прикольно, что решетку еще можно крутить ее. Тоже классно, кстати. А еще раз, для тех, кто не знает, типа, для тех, кто, может быть, продолжает говорить, типа, зачем есть сало? Есть такие. И на самом деле я рассказывал уже об этом. Я сам долго удивлялся. Думаю, зачем они жарят сало, типа, и едят его. Ну, самгипсаль это... Он именно пропитался этими углями. Или дымом. Блин, это бомба. Это именно бомба. Ну, пацан, да. Люблю. Вот этот у них одна газировочка, нулевка подзакончилась, и там просто минералка, короче, получилась. Я так понял, там заливают они, вот эти аппараты стоят безлимитными, ну, подходишь, наливаешь сколько хочешь. И газ как-то там формирует сама вот эта машина, наверное. Ну что, приступаем к поеданию. Уже вот здесь некоторые кусочки готовы, я думаю. Вот это уже готов стопудово. Берем чесночок, берем, как всегда, кимчишечку. Вот так, лучок. Заворачиваем и принимаем. Это чистейший кайф. Когда все вот эти вкусы соединяются. Вот это мясо, пропитанное вот этим дымом древесного угля. Блин, это что-то просто бесподобное. На самом деле, да. Конечно, вот таким способом просто жарить его, так скажем, сложнее, заморочистее. Нужно следить постоянно, чтобы ничего там нигде не горело. Но в итоге вкус, ну, оно того, конечно, стоит. Вкус получается просто шедевральный. Так, где у меня был первый кусок? Здесь? Вау. Пушка, бомба. И вот абсолютно
Мне задавали тоже вопрос про... Типа, не хочется шашлыка? Знаете, честно, вот сейчас можем порассуждать, кстати, на эту тему. Честно, нет. Вот серьезно, нет. Потому что у нас, как всегда, типа, мы же шашлык, типа, всегда, ну, там, что-то там маринуем, да, что-то пытаемся там добавлять ему какого-то вкуса, уксуса, да, там, еще чего-то. Вот таким способом, корейским, именно на барбекю, что свинина, что говядина, ты кушаешь, именно ощущаешь чистый вкус мяса. Именно как он есть. И то есть ты начинаешь понимать, чем качественнее мясо, тем вкуснее будет оно приготовленное. И заведения, конечно, ты уже выбираешь те, где вкусно. Вкус просто зависит от качества мяса. Настоящий вкус. Ты вот это начинаешь ценить и понимать. У нас вот эти шашлыки, там, ладно, допустим, кто просто, допустим, там делает просто соль, перец, например, ну еще туда-сюда. И то я бы даже соль, перец не добавлял, потому что, опять же, соль и перец, ну, как сказать-то, не то, что убивает, но вы не чувствуете настоящий вкус. Именно мясо, понимаете? Чтобы ощутить именно настоящий вкус мяса, вы должны чистым его есть. Максимум вот потом, когда оно уже приготовилось, вот макнуть, например, в соль и погрузить себе в рот. Вот тогда, блин, вот я говорю, вот древесные угли добавляют своим дымком просто нереальную вкуснятину именно мясу. Мы продолжаем. И самое, что еще главное, когда вы мясо берете с решетки, вот так откладываете на тарелку, оно у вас лежит, оно становится невкусным. Чики-чики. Самое вкусное, когда вы берете его прямо с огня. Вот прям с огня взяли, обмакнули в сольку, все положили, все, что нужно. Вот тогда оно имеет самый максимальный свой вкус. 내가 할게. 할 수 있어요. 네. Что дядька начал тут за мной ухаживать конкретно. Блядь, видит, что я снимаю. Нет, все равно начинает проявлять какую-то инициативу. Зачем? Что я? Мясо пожарить не могу, да?
огонек маленько вспихивает. Я взял, кстати, сейчас реберное мясо, потому что что-то самгипсаль, ну, следить надо за ним. Так скажем, сложновато он в этом. На решетке. Он что нарезан здесь такими кусками, ну, не совсем удобными. Поэтому я решил взять еще пару реберных вот таких стейков. Ну, как стейков. Сейчас мы их порежем все. Но самгипсаль реально вкусный. О. Можно уже резать. И действительно, вот сегодня для меня был самый главный урок, я думаю, когда ты кушаешь вот сразу с огня мясо, и когда она у тебя полежала на тарелке, это абсолютно другой вкус. Вот это главный урок сегодняшнего моего видео, которое я сам для себя открыл. Это реально так. Это реально так. Взяли сразу вот мяско с огня, обмакнули, да, в соль. И кушали. Максимально прочувствовали вкус этого мяса. Такой яркий. Мне вот нравится яркий дым вот этих от древесных углей. Яркий вкус вот этого дыма. Блин, насколько это кайфово. Точно. А мы балбесы, блин, всегда. Мы всегда, ну, допустим, мясо уже готово там, чтобы не пережарилось, мы его выкладываем на тарелку. Да? И потом оно лежит уже. Остыло 10 раз. И мы его едим. Надо неправильно делать. На край просто, на край сдвигаете максимально и кушаете. На краю с ним, в принципе, ничего не будет. Он не сгорит на краю. Ну, я уже объелся так-то. У меня нынче, эта неделя вообще у меня диета, по идее. Видите, какая у меня диета. Но я вот сегодня поем, и все. Ну все, сейчас я буду всем говорить, пацанам, что мы неправильно ели мясо.
Потому что, да, действительно максимально вкусное оно, когда ты его только взял с огня. Ну, я много сейчас начну писать о том, что горячее мы не умеем есть горячее. И будут правы. Ощупы. Что? Я думаю, я не буду больше подходов делать, потому что я наелся, жарко, говорю. На спорте сейчас. Поэтому хватит. А привычка есть горячее, ну это привычка нужна. Есть вот эти кипящие супы, есть мясо с огня. Это привычка. И ничего вы не будете обжигать. Ничего обжигать не будете, потому что у вас уже будет привычка. О, от углей такой жар. Вау, ну, очень вкусно, как всегда. Ничего еще, что сказать, 20 июня я уже, не знаю, когда видео выложу, но 20 июня я поеду уже, когда будете смотреть это видео, я уже съездил на тайский фестиваль в Сеуле. Меня пригласили в качестве VIP-гостя. Я думаю, мне уже удалось, буду говорить в прошедшем времени, я думаю, мне уже удалось познакомиться там со всякими медийными личностями, корейскими, тайскими. Так что, как всегда, спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы меня поддерживаете. На ютубе у нас пока не идут у нас дела прям супер-супер хорошо. Потихоньку, помаленьку, да, аудитория набирается, но YouTube пока просмотров мне не дает. Какие-то там даже десятки тысяч не дает. Не знаю, почему это происходит. ТикТок, кстати, я в ТикТоке я попал в
теневой бан, я так понимаю, потому что я так думаю, употреблял там соджу на видео. У меня только такой вариант. Типа, TikTok не любит вообще алкоголь. Поэтому, если кому не сложно, пройдите, пожалуйста, по ссылка в профиле у меня есть на TikTok. Зайдите в мой TikTok. Если не подписаны, подпишитесь. Лайкните там последних там 5, допустим, публикаций. Оставьте комменты какие-нибудь, там просто смайлики какие-нибудь поставьте. Может быть, вот таким образом, может быть, он оживится у меня TikTok наконец-то. Я говорю, последние 2 месяца там просто мне дает TikTok на каждое видео 20-40 просмотров. Все, на этом предел. Вот. Я думаю, если так и пойдет в дальнейшем, то я просто удалю аккаунт в ТикТоке и все. Потому что меня это, конечно, уже бесит. Когда ты что-то делаешь, и когда отдачи в свою сторону нету, понимаете, да? Вот. Так что что, всех обнимаю, всем желаю здоровья. Спасибо за просмотр моего видео. Берегите себя. Пока-пока.